Приветствую всех на моем новом видеоуроке, посвященном вертикальным планкам и тому, как сделать на них петельки для пуговичек. Для примера я связала, у меня связан кардиган, который покажет вам вообще, как это используется, что такое вертикальные планки. Вот посмотрите. Эта планка, она связана с одного края до другого, и у меня здесь нет никаких швов. Что касается переплетения вейли. Это очень устойчивое переплетение. Оно применяется как для планок, для отложных воротников. Оно может быть применено для обработки края изделия. То есть наше вязание начинается именно этим переплетением. Да, вот. У меня это использовано на рукавах и по низу моих полочек. Это переплетение, оно во всех отношениях очень прочное, очень стабильное. В данном кардигане, поскольку он связан из мериносовой шерсти, очень мягкой, для дополнительного армирования я использовала именно в краях обычную катушечную ниточку. Но у вас, в зависимости от того, какую пряжу вы используете, можете воспользоваться данной рекомендацией. Ну а теперь переходим к машинке, я меняю камеру и смотрим, как это вязать. Итак, друзья, я набрала петли, у меня в работе набраны все иглы. Вот я набрала 14 игл с одной стороны, 14 петелек и 14 петель со второй фантуры. Набрана каждая игла, поэтому мы датчик переплетения сдвига игольниц ставим в положение H или положение N, чтобы наши иголки не бились между собой. И теперь по настройкам на каретках. У меня Silver Reed. Если у вас не Silver, то вспоминайте настройки для кругового вязания. У меня датчик накида в положении не вязать, стрелочка. И я буду менять датчики вязать, не вязать на передней каретке и на основной каретке. У меня будет рабочее положение, положение 0 и положение С. Каждый ряд переплетения вейли это 1,5 ряда. Давайте посмотрим, как это. Или 3 движения каретки. Плотность. Что касается плотности. Нам надо, чтобы наша планка была максимально плотненькая. Поэтому плотность подбираем таким образом, чтобы иглы еще не ломались, но каретка провязывалась максимально туго, насколько это возможно. Итак, первый ряд. На основной каретке ставим переплетение С. На передней каретке ставим вязать положение 0. То есть в положении справа налево передняя каретка не вяжет, вяжет только передняя каретка. То есть мы сделали настройки для кругового вязания. И провязываем 2 прохода каретки. Раз, 2. После того, как мы круговой ряд провязали, кто первый раз это слышит, круговой ряд это когда у нас провязано с одной стороны и со второй стороны. Теперь мы переводим датчики вязания 1, 1 и на основной каретке ставим положение 0. Провязываем соединительный ряд. Он будет самый тугой. Провязали. Это наш с вами один ряд вейли. Дальше переключаем каретку в положение С. Здесь меняем датчик в положение 0. И опять провязываем один круговой ряд. Теперь мы меняем положение каретки опять для кругового вязания и провязываем один круговой ряд или 2 прохода каретки. Теперь
переводим в положение 1, 0 и провязываем соединительный ряд. И дальше повторяем круговой ряд, соединительный ряд, круговой ряд, соединительный ряд. Ну и так до того момента, пока вы не свяжете всю свою планку. У меня вот на кардигане, который я показывала, получилось 1700 рядов. Или 1700 проходов каретки. Так, двигаю камеру немножко ближе. И давайте посмотрим, как же нам вязать наши петельки. Формирование петельки будет происходить после провязывания соединительного ряда. Мы определяем место, сколько нам петелек надо убрать, какой ширины нам надо делать саму петельку. Петельки получаются. Опять же, на моем кардигане петельки довольно-таки крупные. У меня было 4 петли, которые я закрывала. Переносим с нижней фантуры на верхний коромыслом 4 петли. Перенесли. Теперь берем вот такой декер-крючок. И будем закрывать наши петельки следующим способом. Снимаем петлю на крючок, заводим ее за язычок. Закрываем осторожно, чтобы не упало. Выводим следующую петлю за язычок иголки на машине. И снимаем нашу петельку таким образом, чтобы она попала в язычок. И теперь протягиваем петельки. И заводим ее за язычок. Следующую петельку на машине тоже заводим за язычок иголки. Одеваем на декер и провязываем. Заводим петли за язычок иголок. И провязываем. И теперь одеваем получившуюся нашу тройную петлю на следующую иголку. Поскольку у нас здесь уже получается 3 петли на этой иголке, мы ее выводим в верхнее положение, чтобы машинка могла ее провязать. Итак, у нас с вами сняты петли с 4 петель на верхней и на нижней фантуре. Теперь выводим в верхнее рабочее положение. Но датчики на машинке ставим для кругового вязания. То есть петли, которые у нас сейчас в работе, они провяжутся по кругу, а вот эти мы наберем петли с 2 сторон. Провязываем. Вот, смотрите, у меня здесь петли набраны. Если мы сейчас проедем кареткой в обратную сторону, с вероятностью 80% у вас петли, которые мы только что набрали, соскочат с ваших иголок. Поэтому мы берем семиушковый декер и одеваем его сюда, придерживая рукой.
Можно грузить, можно рукой, но я рукой придержу. И провязываем второй круговой ряд. После чего провязываем один соединительный ряд. Все, петелька готова. И дальше вяжем то количество нашей планки, сколько вам надо, до следующей петельки. Давайте я свяжу пару рядов и покажу еще раз, как сделать нашу петельку. Ну, предположим, у нас связано 100 рядов. Вспомним, где мы там намечали наши петельки. И опять переносим 4 петли с передней фантуры на верхнюю фантуру. Делать это декером, коромыслом, чем хотите. Перенесли. Берем декер крючком. Снимаем на декер и заводим за язычки. Обратите внимание, очень важно завести за язычок на той петле, ту петлю, которую мы сейчас будем протягивать, и ту, которая еще у нас на машинке, которую мы сейчас будем работать. Тут такой момент скользкий, чтобы не уронить петельки. Сразу скажу, это очень тугенько так идет. Ну, не рвите петли. Так, и вот мы протянули. Немножко даже вот пальцами я подтягиваю. Заводим следующую петлю за язычки. Мы вторую вот петлю одеваем под язычок, а та, которая у нас была на декере, она за язычком. И протягиваем. Получается очень туго. Помогаем себе всем, чем только можно. Смотрите, если сделать эти петельки, вот это соединение слабенькое, то петли будут слабые и некрасивые. Поэтому тут вот как бы надо покрутиться и пытаться это делать максимально туго, насколько это возможно, чтобы не сломать петли, не порвать пряжу, но все равно делать это максимально тугенько. Вот что у меня получается. И вывели в нерабочее положение. Выдвигаем верхнее положение наши иглы, которые мы сейчас сняли. Переводим на круговое вязание. Вы можете убедиться, как бы я тут со всей силой кручу, трясу. Это вот в работе оно так и происходит. То есть на самом деле это, вот чем плотнее свяжется, тем лучше петелька получается.
Вот, даже камеру подвинула. Ну, в общем-то, по петелькам все. Как они получаются, давайте я вам покажу на готовом уже, готовый результат. Вот мои петельки. Я при вас их расстегиваю и показываю. Ну, вот такие вот получаются у меня петельки. Вертикальную планку я пришиваю за краешек, за последнюю петлю на всей длине. И, соответственно, в расположении петельки я учитываю, что одна петля здесь уйдет в шов. И чтобы она была ровно посередине, то здесь, например, у меня 5 петелек, 4 петли сама непосредственно петелька и еще 5 петелек с другой стороны. Ну, в общем-то, все. Вот такая планка, такие петельки. Хорошего вам дня!